Всем доброе утро. Сегодня очень сильно пропампили. Ну, за последний час, но будьте осторожны. Не нужно заходить на нее и пытаться заработать деньги. СФП упал, как я и говорил в прошлом видео, СТПТ. Выросли ERN, DASK, но также была коррекция. Тоже указывал это в прошлом видео. KIP сейчас вырос больше за 25% за 1 час. ЛПТ. Тут больше рост за день. Мы видим рост, ну, это дневной график, на 175%. Вот уровень по FIBE 1.618, где он пока как бы сражается, да, либо идти дальше, либо идти на коррекцию. Но поскольку этот рост вызван очень быстро, если посмотреть 4 часа или 1 час, то мы видим просто свечу, вот его обычная торговля, плюс-минус небольшие значения, то есть 1.2 рост, 2.80, то есть это аномально, значит, ей кто-то заинтересовался и специально пампит. Какая цель у тех, кто пампит, остается загадкой. Мы вот эту линию оставим. И сейчас посмотрим, что может быть дальше. Ну, тут такой момент, это минутный график, то есть мы, скорее всего, пробьем вот эту линию и пойдем дальше, поскольку это очень быстрый был подъем. Возможно, сейчас будут заходить люди, которые захотят также быстро заработать. И цена может пойти выше. Но, опять-таки, бесконечного роста нету. Вам только остается выгодно зайти, поставить стопы и надеяться, что цена еще отреагирует выше. То есть отсюда мы должны пробить эту зону, пойти сюда, закрепиться, пойти выше. Если посмотреть по коррекции FIBE, первая коррекция, и мы видим коррекция в район практически 0.5. Это значит, что цена упала на 27%. Вот мы, кстати, и пробиваем этот канал, эту линию. И дальше нужно здесь зафиксироваться, чтобы идти дальше. Вы видите, что на Binance эту крипту, вот, собственно, ее листинг, она упала на 78%, потом медленно поднималась в течение 50 дней на 195%. И торгуется она OKEX, Huobi, Polynex, и Coinbase. Давайте посмотрим Coinbase. На Coinbase она торговалась выше. И даже стоила, как вы видите, 0.07. Выросла она на 1600%. И с доллара упала на 84%. То есть у нас потенциально есть рост до 0.96 и 1. Поэтому, скорее всего, цель у тех, кто пампит, около $1. И потом возможная коррекция. То есть уровень, раз, и коррекция. Ну, отсюда нужно смотреть по FIBE. Где-то может быть коррекция. Мы, кстати, видите, хорошо выросли, пока я записываю видео. На 7% уже. Ну, в общем, вот эта зона, и отсюда нужно смотреть дальнейшее развитие. Есть сегодняшняя еще утренняя монета KIP, которая тоже пампит. Она выросла за 15-30 минут на около 34%. Торговалась она гораздо выше, около тоже $1. Добавили, кстати, на кукон 3 недели назад эту валюту. Пока я немного отвлекся, KIP вырос. Ну, в общем, что я вам хочу сказать. В таких валютах, если вы вдруг решили зайти, то вам 100% необходимо ставить стопы и смотреть таймфреймы разные. Смотреть разворот, смотреть канал, который мы говорили. То есть рисовать некие линии, которые, если цена их пробивает, то высока вероятность того, что вот мы дошли до вот этой линии, и есть отскок. Как понять, как нарисовать эту линию 5% минуса? Как нарисовать линию эту? Ну, можно представить, конечно, вот, допустим, вот у нас был канал некий,
И здесь мы видим пробитие и дальнейший рост. Вот таким образом. Потом, если цена вырастает и есть коррекция какая-то, мы можем еще натянуть фибу. Вот отсюда от коррекции первой до понять, насколько цена еще может просесть. То есть у нас отсюда, от этой зоны, мы видим 0,236 коррекция и практически 0,38. Цена пошла вверх. Также и здесь натянуть от первой до этой коррекции, и мы видим, что если при сильных продажах вообще может достичь до 0,618. Если тренд еще растущий, то это уровень 0,23, 0,38 сокращенно. Вот здесь мы видим, вроде как цена остановилась и хочет выйти вверх, но должны смотреть и старшие таймфреймы, что здесь происходит, сколько цена росла без коррекции. Это зеленые свечи, это вообще нету коррекции. И смотреть на вот эти, на волюм, да, объемы покупок-продаж. Вот у нас несколько свечей. Смотрите, как свечи закрываются ниже или выше предыдущей свечи. Вам лучше, конечно же, почитать книги, как я уже неоднократно говорю. Сейчас такая ситуация, что реально может, да, вот вниз до вот этой зоны, и потом отсюда возможно какое-то восстановление. Если не пойдем до следующей зоны, это 0,56. Также посмотрите на волатильность монеты, насколько она проседала. То есть вот, допустим, был пик, и мы видим, что цена просела на 7,87. 7,87. К сожалению, вышел с программы и не сохранил. Ну и в общем у нас получается здесь уже 9%. 9% это больше, чем было изначально. Возьмем вот этот уровень. Допустим, нарисуем этот уровень и посмотрим, то есть отскочит ли он от этой уровня и пойдет ли выше. Или пойдет в зону поддержки. Это вот на данный момент. Это все локально, вы понимаете, да? Если минутные поддержки и сопротивления брать, то это все локально, а глобально это час и 4 часа. Но когда я же говорю, вы видите, что цена колеблется там плюс-минус пару процентов и здесь памп, то будьте готовы к большим откатам. Потому что люди, которые здесь пропампили его, или заходят, или у них есть сигнал, да, на покупку, там, и продажи в районе 6,2, то все. То есть они будут фиксировать, все люди, которые внизу зашли, фиксировать свою прибыль. Насчет, кстати, того же пампа, ну да, вот мы видим, что здесь есть сообщение, что будет листинг криптовалют Upbit, криптобиржа. Не знаю, насколько она хорошая криптобиржа, это Корея, ну неважно. Вот может быть на фоне этого еще и выросла цена. Также на Coinbase, Badger, Rari будет листиться. Мы можем посмотреть, насколько цены выросли. Вот, допустим, взять Badger в 2 часа ночи, там где была информация о листинге, то есть это рост 9%, падение 5%. Здесь даже падение было на 18%. Цена, как вы видите, это время росла. По FIBE у нас есть уровень 50.95, к которому, в принципе, можем прийти. Здесь мы пробиваем локальное сопротивление. И здесь важно не пойти ниже этой зоны, а отскочить и пойти вверх. Да, будет рост. Также вот криптовалюта Rari. Если посмотреть младший таймфрейм, то есть, как вы видите, объемы покупок очень маленькие, но, скорее всего, рост в этих объемах, вот где у нас была информация о листинге, это где-то вот здесь вот информация. Ну, допустим, мы выросли на 12%, а цена выросла на примерно 130% после коррекции. 131%. Но торговалась, как вы видите, она в районе 10 тысяч долларов. То есть переоцененный актив и упала, видите, она упала на 99,99%. Это вообще просто немыслимо. Вот потерять 99,99. Потом после выросла на 3990%. Но это 130 дней. Ну вообще просто нет слов. И о каком тут трейдинге вообще идет речь? Если нельзя было шортить, то реально люди, они просто в панике продавали. Те, кто сделал вот эту свечу, очень хорошо заработали. С 10 тысяч. Вы представляете? За один день, давайте посмотрим, 4 часа разрез. Вот. То есть тут все очень быстро произошло. Отсюда цена выросла на 204 тысячи %. И это свеча 4 часа. И за этот период упала сразу на 99%. Я бы хотел еще час включить. То есть вы можете представить размах, не знаю, какой-то скам монеты.
Я не понимаю, почему ее добавляют на Coinbase, но это очень странно. Короче, все случилось еще печальнее, скорее всего, тут все случилось в первую минуту, она выросла и упала. То есть я сейчас включил 1 час, и я думаю, там в пределах минуты, но мы долго будем это искать, поэтому вот вам наглядный пример листингов криптовалюты, когда люди заходят здесь, здесь и здесь. Также получается, что у нас еще листинг есть. Ну, допустим, нечетко. Спрятал. Так. Ну и будет сол, следующая ситуация. Тоже не финансовый совет, думайте сами. Здесь мы пробиваем и идем выше. Наши уровни. Раз, два. Это плюс 3%, плюс 8%. Так, и теперь мы вернемся к ну. Что у нас тут получилось? Вот как раз мы видим, мы на минуте тут чертили. Вот мы видим, что до максимума своего $1 она пока не дотянула. Посмотрим биткоин. То есть тут идет у нас нет фиксации в этой зоне и пробитие этой линии, идем вниз. Что по ней можно сказать? На сегодня вот эта зона для нее важна. Если сюда приходит валюта и пробивает, то скорее всего это будет коррекция. Так, сейчас это я удалю. Это будет коррекция примерно как раз продажи на 0.3, 0.5, если это не остановится дело вот в эти. То есть отсюда мы пойдем вниз, может даже на 0.7. Но если вариант мы сюда приходим, то вероятно всего мы отскакиваем от этой зоны, идем выше. Итак, предупреждаю вас еще раз, торгуйте со стопами, не делайте поспешных выводов, заходов в сделки, начинайте читать, чертить графики, анализировать. Где-то так. И еще раз посмотрим на КИП, который тоже сегодня пампит. Вот мы пока пришли, вот мы пробили вот эту линию и пошли вниз на 3, даже 4% к зоне поддержки. Лучше всего на таких валютах, конечно же, купили ее где-то внизу и держите. Но если вы хотите заработать на ней, то дождитесь, когда она развернется и сделает коррекцию, развернется и пойдет дальше. Для этого вам нужно научиться анализировать графики. Тут появляется вот первые там на 15 минутах продажи сильные, и тут только остается ждать, когда она скорректируется либо на 0.5, либо на 0.16, 0.61. То есть у нас будет уровни раз и два. Если отсюда во сколько не будет, то тогда надо ждать следующей коррекции. За этот час выделяется еще BTK ST, кроме KIP и NUL, за день. DASK, ERN, мы их рассматривали в прошлом видео. BTK ST. Старая монета. Вот был ее памп. И вот как раз, смотрите, если мы возьмем, натянем фибу, то мы пришли к уровню примерно 0.618, 0, то есть где-то мимо. Сейчас давайте вот эту коррекцию посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас тут было. По ней я тоже чертил. Ну вот у нас, в принципе, скопление покупок и продаж. В общем, такая проторговка, да, некая. И, скорее всего, вот в этой зоне цена остановилась сейчас, да, и пошла вверх. Ну вот она, да, видите, пунктирная линия. Вот мы дотронулись и пошли вверх. Вы видите, здесь сильные покупки. Цена с 5 часов до сегодня, до 8 часов, она отреагировала на 53%. Без особой коррекции тут была. Если взять 15 минутки, небольшие коррекции в 5%. Здесь тогда у нас есть тоже 5%.
Поэтому, если мы приходим сюда, то опять развитие событий мы не должны пробить. Мы не должны пробить сейчас вот эту зону. Если мы ее пробиваем сейчас, то можем идти ниже, до этой зоны, зоны 50. То есть, как вы видите, у тех, кто пампит криптовалюту, есть конкретные метрики, конкретные цифры, по которым они могут сливать не на большое количество денег монету, как коррекцию, или вызывать панику, докупая потом и вы видите, она торговалась вообще в $1000. Я ее покупал внизу, где-то в этом уровне. Мы сейчас столкнулись с зоной сопротивления этой монеты. Ну а дальше у нас есть тогда уровни 125, 180, 236. Если не сделает двойную ревершину и не пойдет, то понятно, что мы можем с этой зоны выйти дальше в рост. Цена пока на уровне локальном, на уровне поддержки отталкивается. Так вот и можно торговать. То есть увидели позитивное движение, забрали свои там 1%. Скорее всего, пойдет сейчас цена вот сюда, до где-то вот до вот этого уровня, этой линии. И здесь вы можете тогда, там, если идеально заходить, то можно забрать там, 5%. Тоже следите за тем, как закрываются эти свечи, поскольку это тоже очень важно. И вот видите, тоже, вот вы здесь зашли, здесь, допустим, вы видите там красную свечу, здесь, допустим, продали. И никогда не поздно зайти еще раз. Потому что вот я все потерял золотую жилу, золотой вход. Рынок всегда дает второй шанс. Рынок цикличен. Конечно, по ней ситуация шортовая такая. Мы не доходим до этой линии, идем вниз. Тут видите, когда пробиваются уровни, тут уже начинается более оживленная, да, торговля. Сейчас, скорее всего, будет здесь где-то цена. И дальше там, где-то вот в районе этого. Смотрите. Медленно высасывает силу и энергию у тех, кто ее держит и закрывается в минус. Вот, пожалуйста. А это, в принципе, очень хороший вход. Вот здесь сразу у вас выкупилось, и вы там примерно заработали 2%, закрылись. Но это опасно. Вот это уже не актуально. Так, посмотрим еще, что у нас происходит. Вот мы практически коснулись вот этой линии поддержки, и цена пошла на 10% вверх. Здесь мы можем провести линию. Она была где-то, наверное, больше здесь, которую мы пробили. И цену гонят опять вверх. Уровень по продаже я указал, возможный. Это $1.
Вот также пропампили вот только что Ом на 14%. То есть они стреляют по чуть-чуть, каждая. И скрипт стреляет, но посмотрите прошлое видео, где также стрелял ERN, SFP. И вы поймете, что бесконечного роста нету. Где быстрые покупки, да, 10%, там уже, ну, люди, это ж рынок, это эмоция. 9% был минус. Надеюсь, видео для вас полезное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте по существу. И подписывайтесь также в телеграм-канал, который находится внизу по ссылке под описанием. Всем спасибо, всем удачной торговли.